Всем привет! В сегодняшнем видео я покажу, как делать, как отлить из алюминия вот такие заготовки для гриндера. Это будет на 2 ролика заготовка готовая. То есть они уже готовые заготовки, именно вот их производство я вам сейчас покажу. Вот такая получилась заготовка на ролике, даже со знаком. И основной шкив ведущий. Я его уже более-менее проточил. Ну так, приготовил заготовка, потому что у меня двигателя еще нет. Еще будет рассверливаться, растачиваться под двигатель. Ну и, соответственно, здесь сниматься. Вот такую штучку сделаем сейчас. Чуть-чуть раковин не удалось избежать, но заготовка большая. И, в общем-то, раковин мало-мало. Нормально получилось. Я считаю, нормально. Так, ну а теперь, кому интересно, как это сделать, прыгаем в люльку и поехали. Да простят меня мастера, которые отливают заготовки под шкивы в формы, специально для этого выточенные, сваренные, подготовленные. Все равно вы начинали с консервных банок, правильно? Все. Навряд ли кто-то делал шкив, сразу вытачивая форму. Поэтому я пойду по вашей дорожке. Для этого я возьму банку от краски 3-килограммовой. Диаметр у нее 150. Банка от краски килограммовой. Диаметр у нее 100. Но это делается для экономии просто алюминия. Небольшой, но все-таки экономии. Кто пинает алюминий по двору, там где-то по гаражу, тому и так заморачиваться и не надо. Вылил в банку и потом протачивай. Дальше просто токарка и все. Так, ну а я буду чуть-чуть экономить. Вырезал в банке вот так вот дно. Теперь мне надо будет вот эту банку ставить сюда. Вот так, чтобы она была. По вот эту метку вот торчала. Здесь у меня 4 сантиметра отмечено вот до этой метки. То есть я на 4 сантиметра ее выдвину внутри. И 4 сантиметра еще долью сверху. Полностью. Получится заготовка 8 сантиметров. Ну, сейчас расскажу для чего. Вторая метка для чего расскажу. Так. Банка вставится. И все это в песок закопается. И вот вторая метка у меня сделана для того, чтобы после заливки алюминия, он же жидкий, как вода все равно, он попадает в песок. И образуются газы, пузыри идут наверх. Поэтому я хочу, вот по первую метку как вставлю, и когда алюминий расплавится, сниму шлак и на сантиметр залью. Без дегазатора просто залью, чтобы у меня образовалось дно. И пусть остывает. За это время я пока там дегазатор кину, пока там переиграет все это дело. Здесь алюминий подстынет, то есть получится дно залитое. И по идее, по моим расчетам, дальше что я буду заливать, оно уже с песком соприкасаться не будет. То есть со дна пузыри не должны больше образоваться. Но это мое мнение, поэтому сейчас буду делать и вам показывать. Так, дальше. Ну, плавить я вот этот вот алюминий буду, который уже плавил. Не знаю, наложил сейчас кусков, посмотрю, сколько нужно будет. Примерно прикину по тиглю. Дальше, тигель я сделал еще один. Этот тигель, который я в прошлый раз делал, из-за этих вот пор, которые в нем существуют, мне кажется, он газует. Потому что внутри столько же пор, сколько и здесь. Я уже показывал, сколько здесь пор этих. Вот такая она пористая. И внутри такая же пористая. И после проточки станком видно их прям очень-очень. И мне это что-то не понравилось. И отливка не понравилась с этого тигля. Поэтому я взял теперь тракторную гильзу. Она даже с зеркалом внутри. Кольцами набито зеркало, все нормально. Вот, и к ней также приварил электродами по нержавейке донышко чугунное. Сейчас я его прокалю, испытаю. Вытру, вымою. И буду в нем плавить сегодня алюминий. Посмотрим, что будет. Так, сегодня это будет только заготовка для шкива. Вот ролик я уже один сделал.
потихоньку у меня начинает двигаться. 2 года я собирался делать гриндер, и наконец-то все-таки меня взял азарт, что я решился на это изготовление. Так, один ролик есть, я не знаю, может я с него бочку сделаю. Он большеватый по диаметру. Может я с него бочку выточу. И остатки алюминия, которые будут, залью в эту баночку. Как раз тут будет еще на 2 ролика. По 6 сантиметров мне нужны ролики на 60. И будет 2 ролика. Так, ну все вроде. Сейчас колю тигель и потом дальше продолжаем. Собрал я свою конструкцию. Вот что получилось. Вот это вот до сюда в песок пойдет, в ведро с песком. А это будет вот так вот. Так, вон она меточка черная маркером. Это до сюда я буду доливать, до этого уровня. Такой ширины будет шкив. Ну, потом обтачивать. Посмотрим, что получится. Когда-нибудь-то я все равно приду к нормальным формам. Ну, попробую сейчас так. Все, забросил я дюраль. Там уже и тигель красный на дне. Так что должен скоро начать плавиться. А сейчас я вам хочу рассказать об одном добром человеке, который, глядя на мои старания, решил мне помочь. Полностью безвозмездно человек со мной связался. Зовут его Виктор Есипов. Ссылочку я оставлю на его канал. Посмотрите, может что интересное для себя найдете. И предложил он мне термопару. Термопары он делал даже для Вадима Лазутина. То есть все-таки человек с авторитетом. У термопары проволока 3,2. Колодка, все как положено. Единственное, что термопару он делает для муфельных печей. И поэтому, Виктор, извини, но в этом видео я не успел сделать здесь защиту. То есть она для меня пока для моих целей коротковата. Потому что, окуная в тигель, как раз здесь будет огонь от горна идти. Мне нужно это все защитить. Вот так вот полностью, чтобы защита была. Да, и колпачок с нержавейки он прислал. Все нормально, все путем. Продумал все. Поэтому спасибо тебе, Витя, огромное. С такой толщиной проволоки мне этой термопары хватит, по-моему, на всю жизнь. Тем более с защитным колпачком. Колпак из нержавейки. Вот. Ну а сегодня я все-таки буду работать еще китайской. Она все-таки подлиннее, 30 сантиметров. Она уже работала. Сегодня буду ей. А в следующем видео постараюсь уже плавить алюминий именно с этой термопарой. Продолжаем. Пока плавится алюминий, а он уже начал плавиться, я сейчас заряжу в колокол дегазатор. Как меня учили вы. Колокол, дегазатор, прокаленный. Ну, я его прокаливаю уже не в духовке, а просто кладу на ложку и в этом же в горне прокаливаю. Дегазатор. И все это закупориваю фольгой. Обычной алюминиевой фольгой. Все, лишь бы он не выпал. А он не выпадет. И теперь ждем, когда наберет температуру свою. Сначала заливаю сантиметр. Делаю дно в форме. Потом дегазируем. Выдерживаем время и заливаем. Так, ну вот он расплавился. Сейчас шлак сниму и попытаюсь залить первый сантиметр. Вот он шлак. И все. Более-менее чисто. Переносится на форму. Не выходит. Вот так вот. Все. Остальное в тигель. Сейчас надо будет убирать вот эти вот засрашки. Ничего, уберем.
Все, застыл алюминий, подчистил, где не надо. Посмотрим, что получится. Все, температура 710. Сейчас дегазатор опускаем, колокол. Выжидаем 10 минут и выливаем. Смотрите, сколько после дегазатора образуется шлака. И как он снимается. Я поднимаю просто колокол. Опа. И весь шлак, кроме вот того дегазатора, наверное, который или не переиграл, не знаю, остался он. А вот так вот весь шлак снялся на колоколе. Все, его убираю. Сейчас ложкой убираю вот ту вот гарь какую-то. Но главное, что она сверху. И выливаем. Все, начинаю заливать. Так, метки коснулся. Ролик. Ух ты, рассчитал как. Как раз, все. Готово. Тигель пустой. Тигель пустой. Все. Наставил тут форм, думал, еще придется заливать. Не. Ждем, когда остынет все это теперь. Вот он, первый ролик с банки. Смотрите, что вышло. Пока нравится. Только единственное, вот здесь вот чуть-чуть припек. Но он получился 150 миллиметров, 15 сантиметров. Так что мне на 2 ролика по 6 его запросто. Даже срезав вот эту вот хренотень. Нормально. А вот что вышло теперь с банки. Вот оно что получилось. Сейчас банку еще выколупаю. Смотрите. Шов. Я думал, что когда разолью этот алюминий сюда, этот расплавится. Нет, нормально. Шов получился. То есть дно, хотя вот здесь вот залилось. Но ничего. Все-таки дно можно делать вот таким образом. Ну, хотя, честно скажу, оно в песок и не протекло. Смотрите сами. Он запекся, вот так вот остыл. И в песок не попал. Ну, хотя пузыри шли, когда я его залил, вот это дно. А здесь ничего, чистенько. Здесь вот так выглядит все это дело. Никаких таких сильно ощутимых раковин не видать. Да их вообще не видать. Раковин этих. Чисто. Там, может, где пора 2. Ну, вот она, чуть-чуть пора есть. Это не страшно. Сейчас, короче, сниму эту банку, отобью вот это дно, сниму. И посмотрим целиком, как она будет выглядеть. Вот примерно, что получилось. Остатки жести я так и не смог вытащить. Потому что вот этот ободок, его вплавило, так зажало, что никак. Ну ничего, резец свое дело сделает, выколупаю. Все равно у меня тут запасу толщина, и вглубь мне надо будет заглубляться все равно. Здесь оставлю место для вала. А так внутрь заглубляться буду. Так, дно я снял. Вот так. Все-таки спаялось. Спаялось дно. Где-то почему-то прогрелось лучше. А это отлипло нормально. Как-то меня спрашивал кто-то, говорит, ты что там так каришь, короче, покажи лучше на изломе алюминий, который делаешь. Я в этом ничего не понимаю, вот эта всякая зернистость. Поэтому интересно, смотрите.
Вот такая вот зернистость у него. Ну, если не лень, мне напишите, что это означает. Хороший дюраль или нет? Жду ответов. Вот. Так. Ширина получилась 70 с копейками. Ну ничего, мне хватит как раз. Тут торцануть немножко. И здесь вот эти вот сбить штуковины. Ну это не косяк, это потому что здесь вот было так. То есть когда алюминий застыл, пузырьки как раз вот эти с песка, они, видать, тут булькали. Да не видать, а я сам-то видел, что они булькали. И поэтому вот такое вот получилась поверхность и здесь. Ну ничего, это все собьется. Это собьется, это собьется. Двигателя у меня пока еще нет. Его сейчас люди, у которых, ну человек, у кого я покупаю его, он занимается перемотками двигателей. И я у него беру двигатель 2,2 киловатта, 3000 оборотов. Он его сейчас обслуживает, меняет новые подшипники, ставит. Сказал, что будет чики-пуки все. Будет двигатель, и тогда я уже буду его протачивать. Но я сейчас без вас его собью, вот это все. Так, черновую проведу, попробую этот сбить. А может с вами. Вот так пока. Кусок, который торчал, сначала хотел болгаркой отпилить, потом думаю, диск дороже будет, чем вот этот кусочек, я лучше просто сточу. И поэтому я его сточил. Такое дно получилось. Потом покажу. Сейчас внутри расточу базу. Потом поставлю опять прямые кулачки. Нет, базу расточу. Здесь проточу. Хотя бы сантиметр немного проточу, чтобы потом было по индикатору мерить, выставлять. Чтобы база попала как можно ровнее, внутренность была. Вот. Ну то есть сейчас обдирка. А потом уже дальше. Сейчас я его в божеский вид приведу. А как будет у меня двигатель, вот тогда я его уже устанавливаю и за один раз буду протачивать. Вот, проточил я. Это уже под индикатор будет. Коснулся везде, все нормально. Померил после доставания из формы, он у меня был 152. Так что, ну навряд ли я выйду на 150. Ну 140 с копейками будет нормально, этого хватит. Сейчас внутри проточу еще. Смотрите, видно вам? Видно, наверное, да? Кольцо, насколько глубоко оно въелось. Я его вытачиваю, оно вот еще все идет и идет. Это уже с этого кольца, с ободка банки. Ну ничего, выведу. Нормально. Раковин нет, опоры будем потом рассматривать. Слушайте, а действительно, резец из быстрореза пилит прям на ура алюминь, режет. Это самодельный резец, державку я сделал, и резцы меня сварщик знакомый с вахты привез. Не знаю, даже маркировки нет, что это за быстрорез. Ну, алюминь, смотрите как.
как-то так. Всем пока, всем удачи, до новых встреч.